Добрый день, вас приветствует канал Релокод. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о возможности релокации бизнеса и даже целых команд в Испанию. Для этого мы пригласили Михаила. Михаил, ориентируясь на свой опыт, расскажите, пожалуйста, нам, как можно перевести свою компанию и даже команду до 50 человек в Испанию, и почему именно Испанию, чем она привлекательна на сегодняшний день? Да, всем добрый день. На самом деле, конечно, Испания – это не единственный вариант, куда можно релоцировать команду. И часто Испания не на первом месте, на самом деле. Не первая страна, которая приходит в голову, когда возникают вопросы о релокации. Потому что, я бы начал все-таки с вопроса, почему Испания? Потому что есть такие страны, которые для команды с большим количеством сотрудников, с большим размером фонда оплаты труда подходят лучше. Ну, куда ходить далеко за примерами, не знаю, Армения, да, там визы получать не надо, все очень просто, ну, там долгосрочное ВНЖ уже оформлять надо, в принципе, открыл компанию, привез сотрудников, все только рады. Хорошая налоговая нагрузка и так далее. Но почему-то выясняется, что не все сотрудники крупных компаний хотят в Армению, в Турцию, в Казахстан, куда-то, где выгодно бизнесу. Потому что всегда есть интересы бизнеса, в первую очередь с точки зрения налогов, да, и уровня зарплат, которые придется платить. И совсем другая история, куда вы перевезете разработчиков. И есть вторая сторона медали. Вот вы привезли своих разработчиков, а потом вы хотите расти. И расти уже, например, за счет привлечения каких-то европейских разработчиков, ну, откуда-то с Европы. Вот они уже в Армению точно не поедут. Более того, не все компании готовы работать там напрямую с Арменией, европейские. Поэтому, если у вас интерес к европейскому рынку, надо смотреть внутрь Европейского Союза. И в этом плане, конечно, на первый, опять же, взгляд с точки зрения какой-то инфраструктуры для IT-компаний, льгот, там, форм поддержки, выходят страны, например, такие как Венгрия, Польша, где, казалось бы, все недорого, или Болгария, да, вот прекрасный вариант. Не в Шенгене, но недорого, низкие налоги. Опять же, не все хотят туда ехать, делать там нечего, в той же Болгарии. По налогам выгодно, в Польше вроде как неспокойно с точки зрения там, отношения к русским компаниям. Хотя те, кто живет в Польше, говорят, что это не так. То есть одно дело в СМИ, да, другое дело то, что внутри. А вот Барселона – это уникальное место на самом деле, потому что она не на таком отшибе от цивилизации, как Лиссабон, откуда 3 часа лететь по Европе, да, то есть удобно путешествовать. При этом англоязычный город фактически, потому что Каталония и Барселона очень сильно отличаются от остальной Испании, поэтому я бы еще разделял Испанию и Барселону, Каталонию. Не по политическим причинам, да, вот как они там пытаются отделяться, а по уровню развития венчурной экосистемы, тусовки, уровня знания английского языка и вообще открытости международным игрокам. Потому что Барселона – это самая открытая и самая интернационализированная, интегрированная в международное сообщество часть Испании. Остальная Испания, она как бы зациклена на себе. Да, вот, и поэтому, соответственно, Испания в этом плане выигрывает по костам, она недорогая, лайфстайл запредельно классный, поэтому айтишники туда с удовольствием едут, там отличные школы, отличная еда, отличная инфраструктура для занятия спортом, для всего, теплое море, поэтому и нет сильной жары, как в Испании, в остальной части Испании, поэтому все туда едут и при этом удобно везде летать. Поэтому если там размещать какую-то часть разработки, или там часть разработчиков, то всегда будет легко туда людей привести и новых искать. И в этом плане я бы не рекомендовал, например, смотреть на Мадрид или там на какие-то дальние регионы Испании, если вы не ориентированы узко на испанский рынок, потому что если вы ориентированы на международный, даже хотя бы на европейский рынок или на американский рынок, то в этом плане Барселона выигрывает. Но при этом затраты и стоимость жизни, да, и, соответственно, уровень зарплат будет меньше, чем в Северной Европе, чем в Дании, чем в Швейцарии, чем там, в Германии даже. То есть уровень зарплат разработчиков чуть ниже, потому что затраты на жизнь ниже. Поэтому большая экономия. Это с точки зрения, почему Испания. А первый вопрос вообще про релокацию. Ну, здесь я бы просто добавил коротко, что мы много делаем материалы про стартап-визы, но стартап-визы, они для команд до 5 человек. А как только нужно релоцировать там 20, 30, 50, 100, совсем другая история. В Европе есть проблема. Она заключается в том, что
нужно доказать, пройти специальную процедуру, что специалисты, которых вы везете за пределами Европейского Союза, они настолько уникальные и редкие, что их нет и в этой стране, и ни в одной стране Европейского Союза. Так вот, опять же, почему Испания? Испанцы создали специальную процедуру, которая позволяет это требование обходить. Так называемые по тому же закону, который регулирует стартап-визу, да, то есть вот этот наш закон 13/2014 о поддержке интернационализации предпринимательства, он же регулирует визы стартап, и он же регулирует еще одну категорию, которая называется высококвалифицированный специалист. Поэтому если вы обосновываете, что вы везете высококвалифицированных специалистов, а не просто кого-то, и это бюрократическая процедура, она мучительная, но она работает, то не нужно получать вот эту специальную бумагу от Министерства труда, показывающую, что это уникальные специалисты, потому что получение этой бумаги может затянуться на годы и фактически остановить любой процесс релокации. А испанцы этот вопрос предусмотрели и сделали лазейку для инновационных компаний. Важный момент, Мария, то что надо понимать, о каких компаниях мы говорим. Да, я только хотела спросить, о каких компаниях идет речь? Вы уже упоминали, что это разработчики в основном. Да, кому подойдет? Значит, мир разделился, да, те, кто в IT, им хорошо, так те, кто не в IT, они в зоне риска, их заменят роботы, а айтишники на какое-то время будут еще роботов программировать. Ну, это так, если в шутку. А если серьезно, то вопрос того, кого признавать инновационным, он нигде не урегулирован. Нигде в мире нет определения инноваций. Поэтому смотрят примерно так. Эта компания способна создавать высококвалифицированные, равно высокооплачиваемые работы, рабочие места. Ну, потому что зачем плодить рабочие места официантов? Их и так много. Или сборщиков овощей. В Испании с этим все хорошо. В Испании плохо с рабочими местами для айтишников, которым платят больше зарплаты, с этой зарплаты платится больше налогов. Государство богатеет. Какие-то деньги возьмешь с тех, кто получает 3 копейки на сборке овощей. Ну, им доплачивать надо еще субсидии. Все на социале сидят. Поэтому проще всего IT-компаниям, потому что им не надо доказывать, что они инновационные. Любые инженерные компании, любые биотех-компании. Очевидно, наверное, проще говорить о том, кому не дадут. То есть не дадут простой строительной компании, которая хочет запускать гостиницы, рестораны, отели и так далее. Прокат там какого-нибудь велосипедов. Но у нас был случай, мы перевозили большую команду, у них было на грани, и нормально прошло. То есть тут главное обосновать, нужно защищать бизнес-план большой, где объяснять, собственно, как все это устроено. Отлично. Смотрите, еще многие страны требуют заранее получения национальной визы для того, чтобы сотрудники могли релоцироваться вот, в страну переезда. Например, если мы говорим о той же Венгрии. И я знаю, что в Испании не так. В Испанию, в принципе, можно заехать по Шенгену и дальше уже переоформить тип визы или получить ВНЖ. Насколько это ускоряет процесс? Знаете, там есть масса деталей, конечно, да, в которых мы, наверное, сейчас не успеем погрузиться, но у нас, во-первых, есть достаточно много роликов, которые с командой, наша команда выпускает, где можно посмотреть у нас на YouTube-канале. Плюс к нам можно прийти на консультацию. Значит, но испанцы действительно отличаются тем, что они, в отличие от многих других стран, позволяют всю эту процедуру запускать, когда вы находитесь уже в Европе. И это не так важно для команд, у которых 50 человек. Чтобы 50 человек неожиданно оказались в Европе, это должно такое произойти, какое-то странное событие. Вот. А это скорее вот актуально для тех, кто там по стартап-визе едет. Но, тем не менее, испанцы в этом плане, они оказались более гибкие, ввиду того, что им нужно было конкурировать с другими странами, более как бы инновационно привлекательными, или более привлекательными для инновационных компаний. Поэтому они сделали такую лазейку с возможностью подаваться внутри Испании. При этом возможность подаваться снаружи Испании, она тоже осталась, правда, она сейчас усложнилась в связи с санкциями и так далее. Тут отдельные подводные камни, с которыми надо в каждом конкретном случае разбираться. Из какой страны едут, какой тип ВНЖ в данный момент или какой паспорт у сотрудника. То есть тут надо смотреть по каждому отдельному человеку. Но главный принцип, что сначала все-таки надо доказать, что ваш бизнес в целом, он Испании нужен, он будет создавать рабочие места, и он технологически продвинутый. При этом четких критериев нет, как я всегда сказал. Это искусство сторителлинга, то, чем мы занимаемся в команде Relocode.
Отлично. Да, и, наверное, последний вопрос. Насколько реально сейчас это сделать с российскими паспортами, гражданами России, то есть зарегистрировать компанию и, соответственно, открыть корпоративный счет? Что для этого нужно и важно учитывать? Несмотря на всю истерию в СМИ, на самом деле русофобии нет. Вот по факту, да, спросить тех, кто живет в Европе, ее нет. Она есть на уровне СМИ. Конечно, если вы будете бегать там с красным флагом и бить себя в грудь, и, там, не знаю, кричать «Путин» каждые 2 минуты, могут и побить, наверное, я не знаю, я не проверял. Но ко всем обычным людям относятся нормально, обычно и с пониманием, даже скорее со страданием, потому что все тут скорее заложники этой ситуации. Значит, а олигархов, которые тут позахватывали национальные парки, настроили себе виллы, не любили всегда. Поэтому в этом плане ничего не поменялось. Да? То есть был национальный парк, и тут раз забором его обнесли. Ну, кто такой будет любить? Это я вот про нашу боль Франции, где у нас тут самый крутой парк обнесли забором. Говорят Абрамович. Но это не доказано. Значит, вопрос в другом. Вопрос в том, что если говорить об открытии компании, то никаких проблем и санкций с открытием компании нет. Значит, компанию можно регистрировать. Но дальше начинаются сложности на уровне открытия банковского счета. И вот здесь я сразу скажу, что если учредители не совмещают это с получением ВНЖ, или у них уже нет ВНЖ Европы или паспортов нероссийских, то ничего не получится. Поэтому нужно обязательно, чтобы у учредителей тоже появлялся европейский вид на жительство или паспорта другой страны, то есть они не должны быть с российскими паспортами, или там вид на жительство в какой-то стране, которая не включена в санкционный список. Это важно. Потому что иначе просто не откроют счет, или откроют, он будет нежизнеспособным. Счет банковский. Потому что мы для получения стартап-визы, вот даже самые массовые примеры, да, где можно посмотреть, умеем открывать счета в Испании по шенгенской визе. Потому что это нужно, это важное условие для того, чтобы податься потом на стартап-визу. И то же самое с открытием компаний. Просто это временные счета, после которых все равно надо получать ВНЖ. И, собственно говоря, с этим ВНЖ уже этот счет фактически использовать полноценно. Вот, поэтому, конечно, стало все сложнее. Конечно, стало все дольше, больше. И всегда было, Испания всегда была квестом, да, таким. То есть там все время каждый раз не понимаешь, чего ждать от этих чиновников. Сейчас все стало сложнее, потому что сами чиновники испанские не понимают, чего ждать от Европейской комиссии, от их новых требований. Но все работает. Люди получают документы. Мы уже не одну компанию релоцировали. И маленькие, и большие. Сотрудники там до 50 человек переезжают, получают. Это стало дольше. То есть в среднем такая процедура, ну, ориентируйтесь, там 5-6 месяцев, чтобы все пройти, не меньше. Поэтому начинать надо раньше. Но все работает. По факту все работает. То есть мы можем сколько угодно дискутировать на тему того, стали ли больше или меньше любить русских, или там с русскими паспортами людей, да. Но по факту мы видим, что все работает, просто стало дольше. Как надолго и закрутят ли гайки в будущем, ну, я думаю, что будет становиться только хуже. Да, Михаил, достаточно познавательно было послушать про Испанию, но вот такой вопрос еще, а есть ли какие-то альтернативы? Значит, если мы говорим о релокации команды больше там, 10 человек, кому не подходит стартап-виза, потому что стартап-виза отдельный выбор, да, меню другое совсем будет. Это там. А если эта команда уже с готовым продуктом, далеко не стартап, с большой командой, то вариантов достаточно тоже много, но они другие. Значит, я бы совершенно точно порекомендовал посмотреть на Кипр. Я знаю, что Кипр многим кажется деревней, скучной и прочее. Это важный фактор, который надо учитывать, потому что то, что я сейчас рекомендую, это некая абстрактная выборка, да, то есть каждый конкретный кейс надо разбирать отдельно, смотреть, копаться в деталях. Для этого есть наши, собственно, консультации, на которых мы каждый кейс погружаемся и уже смотрим, кому куда что рекомендовать. Потому что, как я говорю всегда и не перестану это повторять, выбор – это иллюзия. Просто выбор это... иллюзия выбора возникает, когда недодуманы критерии выбора. Как только критерий четко сформулировал, все, количество стран схлопывается до 2. Значит, Кипр удобен с точки зрения процедур, они упростили их настолько, что прям стало классно. У нас, кстати, отдельный ролик, интервью такой же есть по Кипру. Поэтому посмотрите. Там просто один пример приведу. Для инновационных компаний, IBS, International Business Company, которые было раньше всегда требование показать 200 тысяч евро на счете, чтобы иметь право приводить сотрудников, они его просто сняли. Сказали, а теперь любая компания, которая докажет, что у нее есть инновационная идея, бизнес-план нормальный, может не показывать деньги на счет, а сразу привозить сотрудников. Упростили. И это стало одна из самых доступных юрисдикций. Почему туда все и повалили? Почему остров скоро потонет под количеством переехавших туда людей? Ну, это моя гипотеза, возможно, ошибочная. Значит, там тектонические плиты должны выдержать еще какое-то время. Но Лимассол перегрет по ценам на недвижимость. Значит,
Альтернативная всегда была страна Португалия. Но португальцев сломалась миграционная система. Вот этот СЭФ, он сломался. Они его в третий раз уже революционно как-то перестраивают, реформируют, да, что-то упраздняют, что-то переделают. И у них просто все сломалось. Они почему-то не справляются. Я думаю, что просто поток в Португалию стал настолько большим после того, как они ввели налоговые льготы, что они просто не стали справляться физически. Другого объяснения у меня нет. Потом еще политический кризис наложился, да, они там Абрамовичу паспорт продали, их за это начали очень сильно мочить и так далее. И они попродавали кучу паспортов и инвестиционных ВНЖ непонятно кому. То есть это огромная коррупционная, непрозрачная система, когда там всем подряд просто можно было купить европейское гражданство. И это тоже очень сильно сказалось на то, что Португалия перестала быть такой удобной юрисдикцией для релокации. Но как страна интересная, просто, с моей точки зрения, далековато. Потом, конечно, можно посмотреть на Францию. По ней очень спорная ситуация. У нас очень много роликов про Францию, потому что я сам живу во Франции. Здесь удобнейшая налоговая система, несмотря на все мифы и стереотипы о том, что во Франции это налоговый ад. На самом деле это не так. Здесь очень интересная налоговая система, мне просто надо разбираться. Но на самом деле выбор страны, он абстрактно невозможен. Да, без понимания. Потому что, например, если вы биотех-стартап, вам хорошо в Швейцарию или Германию. Если вы космический стартап, есть там 3, 4, 10 юрисдикций, где классно поддерживают именно space стартап. Если вы финтех, ну, мне кажется, никуда, кроме Британии, лезть просто не надо. Ну, понятно, что есть еще в глобальном масштабе США, куда сразу надо как номер один. Но если по какой-то причине вы не можете в США, вам еще нужны деньги, инвестиции, у вас не готов продукт для США, все-таки там сложно туда попасть. Дорого, сложно, высокая цена ошибки. И вам пока надо быть в Европе, чтобы подрасти. Тогда вот финтех, пожалуйста, только Британия. Там для специфических различных тематик и стадии продукта, что самое важное. Можно же поехать в Люксембург. Там даже денег дадут, но они быстро закончатся, потому что очень дорого. Но там хорошо, то есть в зависимости от того, какой вы стадии. Если вы уже на каких-то раундах и так далее, то одни страны. Если вы на пресиде, то совсем другие страны. Может быть, надо ехать в Нидерланды, где супер классная система поддержки начинающих стартапов, особенно если они попадают в какую-нибудь там sustainability или в робототехнику. То есть там можно гранты получать и так далее. Это очень интересно, но совершенно невозможно обсуждать без привязки к конкретному кейсу. Поэтому надо погружаться в каждый конкретный кейс и про это говорить. Отлично, спасибо, Михаил. Уважаемые подписчики, подписывайтесь на наш канал. Мы как раз выкладываем вот такие ролики с подробной информацией по разным странам и готовы разобрать на консультации именно ваш кейс и подобрать страну, которая будет актуальна именно для вас. Спасибо. Если можно, еще добавил один момент. У нас несколько месяцев назад вышел большой отчет про сравнение налоговых условий в разных юрисдикциях. Он доступен у нас на телеграм-канале, или можно написать, там в шапке есть в закрепе контакты, можно написать, чтобы мы прислали ссылочку. И там прям идет сравнение 10 или даже более стран с точки зрения разных факторов, какую страну выбрать. Это классная очень штука, она открытая, бесплатная. Мы там потратили очень много времени, плюс делали вместе с нашими партнерами, налоговыми консультантами очень хорошими. Поэтому я рекомендую всем для погружения, если вы выбираете, куда релоцировать команду, не с точки зрения стартапа, а именно большую команду, вам важно понимать налоговую ситуацию, налоговую нагрузку, которая возникнет. Посмотрите этот отчет. Это очень классная штука. Спасибо. Спасибо большое, да. И смотрите наши ролики по другим странам. Мы выпускаем их почти что каждый день.